Приветствую, друзья! О продукции компании Epps и сам, признаться, узнал совсем недавно, а о Типсе так вообще впервые слышу. Однако это не помешало им объединиться и сделать, на мой взгляд, чуть ли не лучшие наушники за свою цену. Star N1 – это классическая уже динамическая модель с полимерной диафрагмой, просто превосходной настройкой и действительно сочным, изысканным звучанием. Да, настало время поговорить о реально хороших наушниках. Собственно, поехали. Пришла модель в небольшой абстрактно оформленной коробке с проверочным слоем и перечнем технических характеристик на обратной стороне, из которых я бы выделил 10-мм динамик с LCP и ПУ-диафрагмой, его импеданс равный 64 Ома и чувствительность 112 дБ. В комплект нам положили какую-то карточку, простенький мешочек из водоотталкивающей ткани и набор белых силиконовых амбушюр с черным сердечником. Качество у них, кстати, такое себе. Кабель выглядит просто, но он мягкий, почти не путается с прямым металлическим штекером и сопротивлением на каждый жил равным 0,52 Ома, что в принципе нормально. Сами чашечки выполнены из гипоаллергенной смолы с отверстием для компенсации, направленным назад, QDC-коннектором и металлическим звуководом с бортиком на конце. Внешняя часть, как заверяет производитель, у них раскрашивается вручную и интересно так играет на свету. В общем, смотрится все это неплохо, коже приятно, да и по удобству здесь 10 из 10. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно быстрый по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,25%, что очень достойно. Фаза ведет себя естественно, а возмущения на 30 и 60 дБ практически отсутствуют. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10,5 дБ со сбалансированным таким заходом на середину, чуть более выраженное выделение области разборчивости с акцентами на 2,6 и 4,5 кГц и небольшой акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего пиками на 13 и 16 кГц нам возвращают звук в воздух и чуть-чуть подсвечивают верха. Настройка ближе, наверное, к классической кривой диффузного поля и, как видите, хорошо повторяет изгибы Moondrop Starfield 2. Только у последних заметно меньше баса, сильнее выражен акцент на 8 кГц и чуть больше высоких частот. То есть, практически идеально. Напомню, Moondrop Starfield 2 мне очень понравились, хотя и были слегка ярковаты. На слух же герои обзора заметно так отличаются не только от Starfield 2, но и от недавно вышедших May от этого же производителя. Характер у них теплее, массивнее и куда мелодичнее всех этих решений от Moondrop. Хотя и стоит признать, там все намного техничнее, чище и лучше по микродинамике. Зато здесь нет той подчеркнутой агрессии и слишком уж резких вычурных образов, а сам звук, так сказать, эмоциональнее и по аналоговому жирнее. Ну и наконец-то мы уже говорим о более высоком сегменте, чем все эти Zero, TD-19 и OH-300, которые не просто от них отличаются, а словно прибыли к нам из другой вселенной. У Star N1 комфортные и довольно натуральные тембры, крупные, с хорошей прорисовкой образы. Есть ощущение сцены в глубину, масштаб, прекрасная динамика, выразительность и та самая атмосфера, свойственная лишь дорогому сегменту аудиотехники. Да, это не убийцы всего вокруг, но как за свои $60 от них просто невозможно оторваться.
Лучше, конечно же, бывает. Зигацина звучат как-то раскрепощеннее, более выразительно и с лучшей певучестью, но они гораздо темнее и стоят в 1,5 раза дороже. CCA Rhapsody дают лучшую проработку деталей, близкую к решениям от Moondrop, и интересные такие весьма протяженные верха, но при этом они с меньшей акустической массой, какие-то пресные, да и в физическом смысле тяжелые и слишком уж громоздкие. То есть идеала в данном сегменте, увы, не существует. Везде есть свои плюсы и минусы. Однако из них именно Star One мне показались действительно натуральными, с лучшей передачей эмоциональной составляющей и с так называемой вовлеченностью. Тут есть та самая деликатность подачи, красота мелодики, сок и напор. Естественно, не в полную силу. Легкая зажатость, свойственная бюджетному сегменту, все-таки прослеживается, но, если честно, ее практически не замечаешь. После всего этого $30 ада, что мы с вами уже разобрали, это как глоток свежего воздуха и настоящее удовольствие для моих ушей. То есть да, ничего из подешевле со Star One сравниться не в состоянии даже приблизительно. Разбираем по частотам. Здесь хорошо ощутимый, глубокий, с достаточной прорисовкой текстур бас, сочная, выразительная, с аналоговым налетом серединка и вполне ощутимые, тоже слегка смягченные, но полноценные высокие частоты. Без грязи, рези, сибилянтов или выпячивания чего-то нам прямо в лицо. На слух, друзья, это какой-то аудиальный кайф. С оговорками, конечно, но за свои деньги просто фантастика. Источник к ним лучше подыскивать помощнее или вообще перейти на кабель с балансным штекером. Все-таки 64 Ома дают о себе знать. Зато в стилистике тут полное раздолье. Согласен, эта модель скорее про эмоции и певучесть, чем про техничность, напор и бешеный драйв. Но даже в таком ключе они весьма достойно рисуют сложную оркестровую и другую мультиинструментальную музыку, приятно рычат гитарами в роке, им хватает жирка и мелодики для всяческой электроники, а также напора и разделения, столь нужного в металле. То есть, как на мой вкус, модель абсолютно универсальна и к тому же дает, хотя и начальное, но понимание красивого, дорогого звучания. Ими, если уж совсем откровенно, я и сам мог бы пользоваться на постоянной основе. Да, я слушал модели лучше, однако цена там заходила уже за пару сотен долларов. А это, как говорится, совершенно другой разговор. Ну и несмотря на довольно приличную схожесть графиков, а той самой чрезмерной яркости и агрессии, что мы встречали в Starfield 2, здесь нет даже речи. На слух они воспринимаются словно Harman Target или что-то близкое к тому. В сухом остатке приятные со всех сторон наушники, даже удивительно такое встретить в бюджетном сегменте. Киверс Фортеза на их фоне словно аутсайдеры. И итогом динамические наушники Tipsy и Epps Star One удобно сидят, очень интересно выглядят, с настройкой, как у знаменитых Starfield 2, почти без искажений и с действительно качественным по всем характеристикам звучанием, сочным, напористым, с приличным разрешением, подчеркнутой мелодикой, неплохой выразительностью, масштабом и тем самым глубоким погружением в материал. Ими реально можно просто наслаждаться. Да, легкая зажатость в них все равно присутствует, но слышно ее лишь при прямом сравнении с чем-то гораздо дороже. А так, естественная такая почти живая атмосфера с хорошей прорисовкой сцены в глубину, небольшим, но ощутимым акцентом на эмоциях и прямо сочным таким насыщенным звучанием. За свои $60 это реально очень круто. А на этом у меня все. Это были наушники Tipsy Epps Star One. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!